Всем привет! Меня зовут Юля. Меня зовут Миша. И сегодня у нас потрясающая новость. Мы сделали страховку и едем за машиной. Да, сегодня мы забираем наш мини-купер, кабриолет. Обязательно покажем вам счастливые, вообще счастье полные штаны. Вот, сейчас как раз на станции находимся, на платформе в нашей деревушке вот это вот. Называется Бани-Диука. Вот, сейчас сядем на поезд и поедем. Нам часа 2 ехать, на самом деле, до города Прата. У нас там у дилера машина стоит. Вот, она стоит уже 3 месяца у дилера. Мы вам потом расскажем, по какой причине. Вот, но смешная такая причина, вот, нелепая. Ну, в общем, сегодня едем забирать. Так что ждите. Хотели показать вот такой вот а-ля банкомат, который выдает билеты. Вот на каждой станции в Италии они есть. И мы всегда вот в них покупаем, а не в кассах, потому что здесь быстрее. Ты вот подходишь, вот экранчик, ты тут вводишь, куда тебе надо ехать. И всегда можно оплатить картой либо наличными, почти всегда. Вот, и здесь вылазят билетики, где-то еще чек вылазит, наверное, там же внизу. Вот. А потом, после того, как билет вылезет, его нужно обязательно вот сюда засунуть и пробить. Здесь ставится дата, не то показываю, здесь ставится дата, и, собственно, если подойдет кондуктор в поезде, они проверят, если у тебя все в порядке, то как бы все окей. А если нет, то штраф могут выписать примерно сколько? 110 евро там примерно штраф, если ты безбилетник. Вот билетики нам вылезли, короче. Сейчас вот подойдем. Ну, это как обычно, мне кажется, у всех вот так вот. Во всех странах мира просто так вставляешь. И что-то не делается. Походу, не во всех странах мира. Ничего не понял. Короче, что-то не работает. Ну, пойди в другую. А что-то, наверное, написано, блин. Может, оно и не рабочее вообще. Сейчас мы посмотрим. А я, по-моему, неправильно вставлял даже. Над другой стороной. О. О, видите? Хоп, пробил. Ну, отлично. Теперь мы в законе. Ну, в общем-то, вот, да, название нашей платформы. Вот тут 2 полосы, как бы. Поезд в одну сторону и в другую тоже. Вот, ну вот, смотрите, как бы, вот они, поезда. Вот нам нужно который в Луко. Вот, он сейчас здесь 51 поедет, потом вот 12-18. Ну, то есть, говорят, деревня. Все нормально тут ходит. Вот, как бы, поезда, все. Никаких проблем вообще нету. Поэтому не такая уж она и забытая богом деревня-то, на самом деле. А вот, кстати, хотел показать, вот рядом с платформой, видите, велики стоят. Вот здесь, вот почему я говорю, в деревнях спокойней жить, безопасней. Велосипеды вот эти спокойно стоят, как бы, да, они пристегнуты, но они спокойно стоят целый день, да. Хозяин тут утром оставил, сел на поезд и поехал. Вечером вернется, сядет на велосипед и домой поедет. А в крупных городах это просто бич какой-то. Велосипеды воруют просто только в путь. Вы хоть туда собаку привяжите злую, хоть 10 собак. Они собаку усыпят, ваш велосипед своруют. Все цепи пообрезают. Причем почти у вас на глазах. У моей мамы прям на ее глазах украли велосипед в Прато, в крупном городе. Поэтому я всегда говорю, деревня – это спокойствие прежде всего. Меньше бандитизма. Вы велик оставили и пошли. Вот мы сейчас кабрик возьмем, мы можем даже крышу не закрывать, уходить. А в Прато ты фиг так оставишь, блин. Вот честно. Как бы, поэтому всегда рекомендую. Деревня. Деревня – самая кайф вообще. А большой город нужен 30-40 минут, и ты там. Вот и все. А вот, кстати, вот сейчас идем, смотрим на платформе, да, вот Фиат белый стоит с желтыми номерами. Голландские номера, между прочим. Голландские, прикиньте. Вот, это вот к тому, что, знаете, люди говорят, типа, да, это ваша гуша, она никому не нужна, поэтому у вас дома тут дешевые. Вот, сюда никто не едет, никому это не нужно. Да, конечно, не нужно. А почему тогда туристы сюда едут? Вот, смотрите, Mazda синяя стоит, английские номера, пожалуйста. Вот. Mazda с английскими номерами. Здесь туристов целая куча. Вот. Я вот, честно, я был во многих деревнях. Вот. Ну, когда у себя в России был, я не видел англичан или голландцев в российских деревнях, как бы. Вот, без обид. Вот. Но когда мне пишут люди, что
никому не нужна наша деревня, да полмира, от Калифорнии до Норвегии, люди едут сюда отдыхать, покупать недвижимость, проводить время, проводить даже ту же старость спокойно, путешествуют, молодежи много, кто на лыжах катается тут рядом, на курорте. То есть, неправда это все, неправда на самом деле. Так, мы приехали в Прато, вот. Сейчас перекусим быстренько, потому что там обеденный перерыв у дилера. Да, мне тут все время на обеденный перерыв все закрываются. Вот. Пока по городу чуть погуляем, перекусим, часок-полтора, и пойдем к дилеру забирать нашу красавицу машину. Здесь вообще тогда уже знакомо. Да, мы же здесь жили, в этом городе. Он такой большой город, на 350 тысяч человек. И здесь все родное, скажем так. Мы здесь больше года прожили. Вот, так что пока поностальгируем, погуляем, и скоро вам покажем нашу машинку. Мы пришли, Лауто Росса, вот эта вот надпись. Вот, короче, сейчас заберем свою красотку, да? Да. Наконец-то, дошли, доехали. Вот она, наша машина. Нам нужно подождать девушку, которая нас тогда обслуживала, чтобы оформить уже оставшиеся документы. Не оформить документы, нам нужно оплатить пассажир проприетар, это смена владельца. Оно у нас уже сделано, но надо оплатить эту услугу. И, собственно, все. Скоро мы сможем забрать. Заехали в Макдональдс мы перекусить в МакАвто. О, Юля уже открывает нашу, видите, красотка. Тут уже багажник полный хлама какого-то. Вот. Не наши. Да. Купили в Макдональдс, там кое-что перекусить. В общем, вот такая красотища. Нет, конечно, там есть пара дефектов, все дела. Сейчас тут засвет был. Вот. Пара дефектов там есть в машине по салону, там по кузову, пара таких моментов небольших. Но, мы купили ее за 13 тысяч евро. Вот, 110 тысяч пробега. Вообще ни о чем, для мини-купера. Вот. В общем-то, на первое время нормально. Да? А потом тут программа есть, отвозишь старый мини-купер, получаешь новый. По хорошим условиям, со скидкой. Воспользуемся ей. Через годик-два. Вот такая вот. Красавица, тоже кожа-рожа, там все дела. Литые диски, черные. Нам нравится, веселая машинка. Это, конечно, не Бэха, как у нас была 228-я. Кабриолет. Тоже классная. Тоже очень любопытная тачка. Очень любопытная. Все тогда. Всем пока-пока. Мы домой поедем, да? Так мы еще будем потом рассказывать. Да? Вообще мы еще планировали рассказать, про то, что про кредит на машину планировали. Опа. Мы много интересного вам сейчас расскажем. Тогда остаемся. Не пока-пока. Еще сейчас много чего интересного расскажем по машине, на самом деле. Насчет того, сколько стоит как страховка. Мы все расскажем, мы все. Все тогда, все. Всем спасибо. Попозже, да. Сидим с Юлей в барчике. Обмываем машину с прициком, тут все дела. Вот, машинка вон стоит, красотка. Вон там стоит такая, скучает по нам. Ничего, скоро поедем, да? Сейчас еще выпьем чуть-чуть и тронемся домой. Так, с чего мы начнем? Начнем с прав, с получения прав. Получить права в Италии – это прям проблема, да? Это очень сложно. Это реально сложно. Я сдал теорию на категорию А, потом практику на категорию А и практику на категорию Б. Когда ты уже теорию здесь сдал на какую-либо из категорий, то уже, в принципе, теория она не нужна. Там дальше только практики. Но по теории 7500 вопросов. И ты их должен знать все, потому что тебе может попасться абсолютно любой вопрос. И сколько я месяцев учил? Да долго. Месяца 3 точно. Да, месяца 3 я где-то учил. Вот. И чтобы вы понимали, он уже изначально знал итальянский язык, и все равно многие слова, которые ему попадались, ему приходилось учить, потому что это новые были слова для него. Не то, что они новые были, они просто специфичные. То есть это как в каком-то сегменте, допустим, есть вот эти специфичные слова для какого-то определенного сегмента. Вот и здесь, да. Я даже по-русски их не знал некоторые. Там такие своеобразные слова, сложно было понимать.
И выучить 7,5 тысяч вопросов, конечно, ну, месяца 3-4 я учил. Но я сдал как бы без ошибок. Ну, там, может, и были пара ошибок. В смысле, с первого раза я сдал. Вот. Теорию и практику. Но при мне, вот помнишь, мы стояли, даже вот тогда практику, когда я сдавал, одного или два человека турнули как Ну бы. вот с мотоциклом, когда он сдавал, половину не сдали, 100%. Там было, Да. по-моему, 6 или 7 человек, и сдали только трое, остальные не сдали. Мгм. Вот там ровно половина сдает, ровно половина не сдает. Иногда даже больше людей не сдает, чем сдает. Да, с есть машиной это- была еще хуже ситуация. Нас там, по-моему, сколько, 6 человек человек было? только, да. 2 только сдали. Это я и еще один паренек, и то, как мне потом инструктор сказал, он чудом сдал. То есть, по сути, как бы я один. Мне даже подарок дали, когда я категорию Б практику сдал. Мне подарили от автошколы какой-то там что-то, я не помню уже. Пауэрбанк небольшой и Пауэрбанк там, зарядку. да, типа лучший, как это, ученик, или школьник, как это называется. Вот. Ну, короче, здесь реально это очень сложно. А я не знаю, как они сдают на права. Они вот, мы вот общаемся с людьми, нам рассказывают, с второго раза, с третьего раза они сдают. Но при этом ездят, ну, отвратительно. Буквально вчера мы ехали, нам чувак прям на нас ехал по встречке. Просто на нас. Как бы я ему посигналил, он мне типа такой, прости. Все, прости, я полные штаны навалил, блин, куда там прости. Вот, ну, как бы вот они вот такие, я не знаю. Причем здесь прав лишить могут просто элементарно полицейские, но они прям не боятся. Считай, еле сдали, и все равно это самое нарушают бесконечно. Вот, но это права. Окей. По поводу страховки. Вот и мы сейчас попали. Очень круто. Во-первых, когда у нас был Харли Дэвидсон, мы заплатили страховку 1500 евро за год. 1500, 150 тысяч рублей за год. Это Прикиньте. мотоцикл. Да. Это мотоцикл. И то есть тут нет такого типа каска, ОСАГО. Есть, но тут вот это вот, как это сказать, вот эта ОСАГО, которая как в России ОСАГО, которая, блин, стоит там что 8 тысяч рублей. Вот, ну или стоила, может, она сейчас подорожала. Здесь нет, здесь она как каска, короче. Она тут стоит где-то 150 тысяч получается. Вот. Ориентировочно. Но это вот, там градация есть с 1 по 15. Вот. И когда ты только начинаешь водить, у тебя 15 уровень. Это самый плохой уровень. И у тебя, короче, страховка стоит космических денег. Вот. И мы за мотоцикл, да, 1500 заплатили, а за машину мне посчитали минимум 1900 евро в год. Вот. А одна компания вообще 3500 евро. То есть, ну, совсем вот, тю-тю. Вот. Здесь страховка, она безумных денег стоит. Здесь нет вот этой вот дешманской страховки ОСАГО. Она изначально уже идет дорогая. Но, как нам объяснил страховой, говорит, у нас дорогая страховка, но зато у нас стопроцентные выплаты, и выплаты огромные, большие. То есть я просто помню, я попадал в ДТП в Москве, и чтобы получить выплату, блин, ну я нервы помотал. И нифига вам не выплачивают стоимость ремонта. Вообще нифига вам не выплатят. Если вы поедете к официалам, вам нифига денег не хватит. Ну, в каком-нибудь в армянском сервисе, да, вопросов нет, армяне вам там подшаманят за эти деньги. Но нет, а здесь вот он нам рассказал, типа, чуть-чуть там бампер коцнул как бы, и все, и 3 косаря он получил. Бампер новый будет стоить, ну, потолок 500-600 евро. То есть, понимаете, тут люди навариваются на страховке, то есть зарабатывают деньги. За счет этого она такая дорогая. Поэтому, когда, да, что-то дорого в какой-то стране, тут надо еще копнуть внутрь, почему. Всегда есть объяснение, почему дорого. Но, тем не менее, у нас, например, денег не было сейчас вывалить сразу 1900 евро. Ну, объективно дорого. Вот, и мы что сделали? Нашли страховую компанию, ну, крупную, Унипон. И у нее есть возможность разделить платежи на 12 платежей, то есть ежемесячно как бы. И у нас вот сейчас выходит там что-то 175 евро в месяц. Ну, тяжеловатая сумма, конечно, вот просто тупо за страховку отдай. Ну, как бы это лучший вариант из того, что есть. Но вот мне объяснили, уже в следующем году я перейду на 13 уровень. И у меня уже будет какая-то скидка, там, 10%, да, там. Ну, грубо говоря, нифига себе, 190 евро, неплохая скидка, как бы. Потом, если без аварий, еще перейду там на 12. И так каждый год. И в итоге, вот кто, допустим, лет 10 водит без аварии машину, там на 10 или на 8 уровне они, блин, ну у них страховка 400 евро на самом деле. Как бы 350, 400 евро.
То есть она недорогая. Но на начальном этапе это вообще удар. Вот. Дальше. Дальше Passaggio Proprietà. Короче, Это это, смена владельца. да, тупо поменять владельца. 600 евро поменять владельца. 60 тысяч рублей просто, блин, поменять владельца автомобиля. Я тоже, конечно, платил в Москве за замену владельца, там, ГИБДД, вот эту пошлину. Я сейчас не вспомню, могу ошибиться, напишите в комментариях. Но, по-моему, это пятерку стоило 5000 рублей. То есть, ну, херня какая-то. 60 тысяч здесь. И мы повисли из-за этого. То есть мы как бы взяли машину в кредит и не рассчитали эту сумму. И у нас просто тупо не было денег. А как бы есть еще затраты другие. И у нас машина 3 месяца, 3,5 месяца стояла у дилера, потому что мы не могли оплатить вот эти 600 евро по Passaggio Proprietà, вот эту смену владельца. Но мы просто не учли эту сумму. Блин, и это вот еще одна подстава. Ну, короче, я вам так скажу, бензин тоже как бы нифига не дешевый. Как бы 1 евро 75 центов, ну, нифига себе как бы, да? Сколько это? 150 рублей литр. Ну Как да. бы. Ну поэтому, на самом деле, у многих итальянцев машины потребляют... Ну, машины как будто бы дешевенькие со Ну, слабым маленькие, двигателем. они малолитражки покупают. Да. Здесь, да, здесь, если ты видишь чувака на джипе на каком-то крутом или еще что-то, это пипец вообще богатый чел. Потому Да. что, ну, в смысле, прям миллиардер, блин. Это же даже люди богатые, состоятельные, у которых там на счету 200-300 тысяч евро, очень часто ездят на таких машинах, как Fiat Panda, вот, экономных. Потому что итальянцам, ну, во-первых, им не очень большинству вот это понты, им не всем заходит, это редкий случай. А во-вторых, они больше ценят деньги на счету, чем, допустим, какую-то крутую тачку. Вот. Поэтому, да, здесь вот очень много малолитражек именно вот по этой причине. Что дорого, налог дорогой на автомобиль, бензин дорогой, страховка дорогая. Кстати, там это тоже, вот, например, даже Passaggio Proprietà, вот эта смена владельца, она там тоже от мощности машины зависит. Вот у нас 600 евро, да, там у нас сколько, 120 лошадиных сил. Вот. Если бы это было 80 лошадиных сил, то, может, мы заплатили бы и 400 евро, 350. То есть, как бы, здесь все сразу удорожается, если у тебя дорогая машина. Вот. Поэтому итальянцы стараются попроще машинки покупать. Для них машина это чисто вот передвижение, средство передвижения. Редко это роскошь. Редкие экземпляры итальянцев. Вот. Ну, вот да, как бы, что там еще можно сказать? Ну, Мы машину... вообще хотели еще рассказать про то, что кредит. Мы вообще как бы взяли Кредит, машину в да. кредит. Вот одну вещь только скажу, последнюю, чтобы закончить эту тему с машиной. Но при этом, у каждого абсолютно совершеннолетнего итальянца, а зачастую уже с 16 лет, у детей есть такие 50-ки машинки, такие маленькие, вот, у всех есть транспортное средство, просто у всех, несмотря на то, что страховка дорогая, налог дорогой, бензин дорогой, но машина есть у всех вообще. И это для меня показатель уровня жизни. Мне просто иногда говорят, блин, у нас там в России бензин дешевый, то дешевый, это дешевое. Но при этом в России только у половины населения есть автомобили. А здесь как бы уровень жизни из-за этого вот повыше, потому что здесь у каждого есть своя машина. И меня это поразило. Потому что, блин, мне казалось, такая неподъемная вещь, тачка, а иногда видишь просто, ну вот, бомжара какой-то. Итальянец, да, вот просто смотришь на него, ну он бомжара просто по внешнему виду. А на бэхе такой, блин, рулит, короче, на трешке. Ну вот они вот какие-то такие, тут не поймешь, знаете. Вот у нас сразу видно богатого человека. А здесь нет, здесь вообще непонятно, есть у него деньги, нет у него денег. Но машина здесь это святое. Вот. По поводу кредита, блин, очень сложно было взять, честно. Потому что, во-первых, мы русские, уже как бы не welcome вообще ни разу. Вот, то есть банки, конечно, так себе смотрят на нас. Вот. Плюс, да, мы только приехали, то есть 3-й год в Италии, да. Плюс еще один момент. У нас нет постоянного контракта рабочего. Здесь, что если у тебя есть постоянный рабочий контракт на какой-нибудь там фабрике, компании, в магазине, то тебе вообще без вопросов кредиты дают. Просто прунк вот так за 1 секунду. У нас партита ИВА. Партита ИВА это что-то вроде ИП, короче, в России. И вот такие ИП, блин, надо, чтобы авторитет свой заслужить как бы в банковской сфере, надо минимум 2-3 года отфигачить этот ИП и показать какой-то доход, ну, какое-то движение средств денег. Вот. И, короче, мы очень много раз пробовали брать кредиты, финансамент, вот это финансирование на машины.
ничего не выходило. Нам вот только ипотеку одобряли, и все. Но ипотеку нам одобряли за счет того, что ей вот лет 25, а тут до 37 лет город сам за тебя будет гарантом становится. И вот тут, короче, с ипотекой проще. А с машиной тяжелее. И нам очень помог один салон в городе Прато, где мы раньше жили. Вот, они нам сильно помогли, вот, пробить этот финансамент, там с первоначальным взносом. У нас он был, насколько? У нас 3000 евро у нас был первоначальный взнос. да, общая сумма 13 тысяч евро. Вот, 3000 евро первоначальный взнос, и 10 тысяч они нам финансируют. Вот. И вот так, да, они нам прям сильно помогли, мы его взяли, причем не в плохой организации, Фид Италия, ну, это Société Générale Восток, ну, да, французский банк, короче, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. У нас он под 8% годовых, кстати, автокредит. 8% годовых, ну, вы, наверное, сейчас в курсе все, кто сейчас в России, это очень хорошая цифра. Вот, потому что сейчас автокредиты, они вообще какие-то безумных ценник. Я слышал, там вообще ипотека что-то под 22% в России. Здесь, кстати, ипотека, вот я недавно видел, 2,2, то есть 2,2. Сейчас она опустилась. Грубо говоря, под 2% ипотека, прикиньте. То есть любому, неважно, это ты айтишник или там военный, нет, ты кто угодно, блин, ты хоть дворник на улице, ты под 2% возьмешь ипотеку. Ну, то есть страна кредитов, вот это вообще классная Италия, я считаю. Прям вот страна кредитов. То есть это не то, что там вот залез как-то только баул и выплатить не можешь. Ну вот да, автомобильные кредиты, они всегда чуть побольше, чем ипотека. Ну вот у нас под 8%, но я считаю, это неплохой процент. У меня в Москве был Opel. Это был, я сейчас скажу, 2012 год. Мне Райфайзен дал тогда автокредит. Тогда, в 2012 году, у меня он был под 10 или 12%. Это тогда еще. Не, вообще наврал вам. Под 18%. Вот. Да, под 18%. Тогда, в 2012 году, Райфайзенбанк. Не самый мелкий банк, между прочим. А здесь 8% сейчас как бы. Ну, я считаю, это очень хорошая цифра после 18. Вот. Ну, в общем-то, вот так вот. Мы, в общем-то, радуемся, потому что банковская система нас приняла. Это большой знак, когда тебе что-то одобряют, какой-то кредит. Это означает, тебе есть доверие. Сейчас мы будем стараться платить вовремя, все четенько, чтобы сделать себе хорошую историю. Потому что здесь, на Западе, кредитная история о многом говорит вообще. Она, в общем-то, и в России о многом говорит, но, наверное, не так сильно, как здесь. Вот. Поэтому мы, в общем-то, вот сейчас на колесах. Все вроде нормально пока. Теперь остается только каждый месяц страховка, каждый месяц кредит, каждый месяц этот самый, как он называется, что у нас, ну и квартира, и все. Ну, добавилось, скажем, несколько платежей. Ну, в общем, вот такая тема с машинами, поэтому имейте в виду, приедете сюда, будете покупать машину, посчитайте все хорошо, иначе окажетесь, как мы оказались, что машина стояла 3 месяца. Ну, как дурачки вот мы просто. Не все Да. посчитали. В общем, вот так, да? Да, Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да? пишите комментарии, да. И все. До скорого. Пока-пока. И закончим вот этим прекрасным видом.